Всем привет, народ! Значит, сегодня решил показать вам одну такую маленькую, но, как я думаю, хорошую вещицу. А именно зарядное устройство от Шидоку. Вот так все это дело приходит. Вынимаем. Есть визиточка, как всегда, Шидоку. Ну и на обратной стороне, соответственно, QR-код технической поддержки. Опять же, если кому, не дай бог, вдруг понадобится. Поэтому сканируйте и обращайтесь. Коробочку убираем, ну и смотрим. Вот такая вот зарядка. Такой вот Rolls-Royce, я бы сказал, да. Прикольно сделано, как автомобиль. Вот, значит, зарядочка наша с встроенным внутрь кулером. Опять же, бренд Шидоку. Ну, здесь расписано красный цвет. Процесс зарядки, зеленый цвет, окончена зарядка. Так, переворачиваем, смотрим. Шидоку, литий-ион чарджер, значит, 220 вольт 50 герц. И выход у нас 21 вольт постоянного тока на 2 ампера. Ну, конечно же, made in China. Вот, значит, что сейчас сделаем? Сейчас мы с вами все это дело раскрутим. Не удивляйтесь про такую длинную биту. Бит у меня, друзья, я надеюсь, вы по прошлым видео видели, всяких разных хватает. И от супер короткой до короткой просто кухню разбирал, да. Так это все дело у меня как бы и осталось. Здесь разбирать, что длинной, что короткой, в принципе, удобно. Поэтому проблемы я в этом как бы не вижу. Так, отцепись. Так, наших 4 винтика. Значит, здесь винты использованы под шлиц-крестик. Ну что ж, давайте разбираем и смотрим. Ну и вот такая у нас картина. Значит, на герметик приклеен кулер. Вот, конечно, плохо, что он приклеен, так как в случае его выхода из строя, а надеюсь, это произойдет не скоро, нам надо будет опять же его чем-то как-то лепить. Могли бы просто отлить такие две направляйки салазки, куда этот кулер спокойно просто вставлялся бы и доставался бы. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так, а здесь у нас 2 винта еще. Раз и 2. Но в этом всем деле то, что кулер приклеен, это полбеды. Но хорошо, что они предусмотрели разъемчик. Хлоп, и кулер нам уже трогать как бы не нужно. Ну вот такой кулер. Что у нас он пишет? 24 вольта. Ну и вот такое вот простенькое зарядное устройство. Ничего тут сверхъестественного нет. Но выполнено все как бы добротно. Значит, 2 светодиода. Вот такой вот здоровенный кондер у нас установлен. Что тут, насколько тут, что-то непонятно. А, вон 400 вольт, 35 микрофарад. Вот. Ну и пайка, соответственно, конечно же, у нас не ручная. Здесь еще куча SMD деталей разного рода. Вот, я так понимаю, это диодный мост по входу стоит. Дальше все это дело выпрямляется и т.д. и т.п. Вот, ну что ж, хочу я проверить. Проверил бы я, конечно, здесь налегке и токовыми клещами. Но некоторые из вас кричат, что куда ты меряешь клещами, тем более в пределе на 600 ампер такие маленькие токи. Позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. Хотя я уверен, и в принципе вы должны быть уверены, что я вам уже не раз демонстрировал, собственно говоря, и показывал, и доказывал, что клещи, даже такие маленькие токи, измеряют в принципе как бы нормально. Ну да ладно, отпаиваю конец и будем измерять вот этим вот, как говорит один белорусский блогер, Ровим тостером. Сейчас я отпаяю, и мы с вами продолжим. Да, вот, полностью разрядил аккумулятор Шидоку. Ага, полностью разрядила. Он, смотри, набрал еще этот самый 2 деления, пока постоял. Но
он, друзья, разряжен. Сейчас я буду отпаивать, наверное, поставлю фонарик, и он до конца его разрядит еще. И будем, как говорится, посмотреть. Отпаиваем плюсовой контакт. Есть такое дело. Друзья, кстати, кто знает, вот более-менее современные подставки, там, где есть крокодилы, то есть третья рука, да, может быть, с какой-то увеличилкой. Если возможно, пришлите в личку ссылочки на вот такие хорошие подставочки. Надо бы немножко поменять все это дело. Это, конечно, хорошая советская, но бывает надо вот третья рука, как говорится. Так. Все, смотрите, полностью довысадил аккумулятор, видите, 0, что на эту кнопку, что на эту кнопку, то есть полный 0. Сейчас будем пробовать все это дело подключать, вот как-то так, врубаем тестер. Смотрите, какой у меня умный тестер. Кстати, на него есть ссылочка. Ой, на него есть обзор на канале, но, по-моему, их в продаже уже нет. То есть я хочу измерять ток. И смотрите, у меня щупы уставлены неправильно, видите? И он пищит: болван, переставь щуп сюда. Поэтому достаем. Он уже не пищит, но просто горит. И вставляем. Хоп. Все потухло. Можем измерять ток. Это замечательно. Клянусь Богом. Значит, DC у нас постоянка. Давайте на подставочку. Так, вилку в розетку. Хорошо бы не дало по рукам ничего. Так, врубаем. У нас загорелись светодиоды, якобы там ничего не установлено, все заряжено, так как цепь разорвана. Ну и что ж, давайте все это дело с вами мы мерять. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. Делаем раз и делаем 2. 2 ампера, как просто доктор прописал. Я надеюсь, вам видно. Ровненько поступает ток, как заявлено, 2 ампера. О, вот как это работает. Вот. Поэтому Шидоку, как говорится, молодец. Не больше и не меньше. Просто на удивление. Обычно там 1,9, там 2,15, там 2,20, ну там 2,30, 1,5 там где двойка. А здесь просто, как заявлено, 2 ампера. Просто чудесно. Вот такие вот, друзья, дела. Поэтому ссылка на данную зарядочку, кому нужна 2-амперная, видите, какая. Такой крутой дизайн. Всегда находится, вы знаете где, в описании под видео. Сейчас я все это дело спаяю, так как на камеру это неудобно. Вот. И, наверное, в разобранном виде включим, посмотрим, как тут что дует. Все спаял. Все по местам. Опять заряжаем наш аккумулятор. Давайте мы аккумулятор пока не будем ставить. Давайте включим сразу зарядку. Вот у нас горит. Фары нашего Мерседеса горят зеленым. Оп, пошла зарядка. Все это дело загорелось у нас красным свечением. Так, ну и давайте кулер воткнем. Ага, неудобно, видите как. Вот кулерок наш пошел дуть. Опа. Надеюсь, вам видно. То есть все как бы работает. Ну что ж, народ, а сейчас нам остается измерить напряжение заряда, так как я совершенно забыл это сделать. Итак, установим на измерение напряжения. Мой тестер опять кричит: болван, переставь щуп в нужное место. Спасибо тебе, тестер. Так, давайте-ка все это сделаем мы, вот, наверное, так. Это у нас скачут милливольты, то есть какое-то наводное напряжение у нас присутствует. Ну что ж, давайте измеряем напряжение во время зарядки.
20,22 вольта. Кто-то скажет, ага, напряжения не хватает. А нет, друзья, ну я еще, конечно, напряжение холостого хода не мерил. Вот, но это напряжение я считаю нормальным, так как у нас аккумулятор в настоящий момент полностью высажен. И поскольку идет хороший процесс заряда на полных 2 амперах, как мы с вами померили и выяснили, то, соответственно, напряжение просело. По мере заряда аккумулятора у нас что происходит? Ток падает, напряжение растет. Вот, сейчас мы с вами измерим, какое же у нас напряжение холостого хода. Смотрите, отключил аккумулятор, вырубился и, соответственно, кулер. Включил аккумулятор, кулер включился. Так, ну что ж, давайте измеряем напряжение холостого хода. Вот тебе, пожалуйста, 21,5 вольта, то есть очень даже неплохо, очень даже замечательно. Как я и думал. Именно это я и полагал. Вот, друзья, все померили, замерили. Так, давайте-ка я с сети отключу его пока и сделаю вам одно такое, ну, моя хотелка, допустим, да. Смотрите, поскольку светодиодики у нас расположены непосредственно на плате, а до наших фар нашего автомобиля присутствует еще расстояние, ну, примерно, не знаю, в сантиметр-полтора, то вот когда я включал в собранном виде, я вам не показывал, сейчас я соберу и покажу, то, соответственно, немножко наши фары светятся тускловато. На фоне моих софтбоксов вот зеленый цвет почти не виден. Вот, что бы я сделал на месте производителя, то есть эти светодиоды удлинил бы, то есть оставил бы ножки на сантиметр-полтора выше, тем самым светодиодик наш уперся бы почти в нашу фару, и наши фары горели бы, грубо говоря, еще и ярче. Ну, это моя сугубо хотелка, это как бы к минусу не относится, индикацию видно, отлично, в принципе, глазом, даже под таким вот освещением, под софтбоксами, поэтому, ну, это чисто моя сугубо хотелка. Все, собираю и показываю вам уже в собранном состоянии, как что работает и светится, и как горят, соответственно, фары. Ну что ж, все собрал. Вот давайте я вам продемонстрирую еще раз эту зарядочку. Значит, включаем в сеть. Вот, загораются у нас таким образом фары. Видите, то, про что я вам говорил, что если светодиоды приподнять к самим вот этим вот стеклышкам, то наши фары горели бы намного ярче. Ну и, соответственно, красивее. Включаем аккумулятор, я поднесу ближе, вот таким образом, хлоп. Видите, а красный свет практически у нас под софтбоксами и не виден. А так бы был просто отлично виден. Ну вот, я давайте руками закрою софтбокс. Вот такая вот тема. Глазом отлично, в принципе, видно, но под софтбоксами не видно. Давайте я, наверное, выключу софтбоксы. И мы с вами все это дело посмотрим. Ну вот, видите. Вот такая вот чудесная машина с такими вот габаритами. Класс. Все, народ, на этом будем с вами прощаться. До новых встреч, до новых видео. Опять же напоминаю, кого заинтересовала данная зарядочка, вот ссылочка будет, как всегда, в описании к видео. То есть довольно отличная и честная зарядка. Пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите верьте, хотите нет. Вот.